Этот брошенный щенок не перестает плакать в оживленном приюте для животных. И тут вмешался сотрудник приюта и сделал то, чего вы меньше всего ожидали. Пока сотрудники приюта для животных Баркс в Балтиморе пытались заняться своими делами, крики Лейлы, 10-недельного питбуля, разносились по всему приюту. Обеспокоенный возможными осложнениями со здоровьем, персонал вошел в послеоперационную палату, где Лейла отдыхала и восстанавливалась после операции по удалению яичников. Действие анестезии, введенной юному питбулю, начинало ослабевать, и они понимали, что послеоперационный стресс может сказаться на ней. Один из ветеринаров приюта зашел в реанимационное отделение, услышав повторяющиеся крики Лейлы. «Привет, малышка», — ласково сказала Кристина. «Все в порядке. Вам не о чем беспокоиться». Персонал надеялся, что ее прикосновение успокоит Лейлу, но вместо этого оно, похоже, возымело обратный эффект. Плач Лейлы усилился, ушки начали подергиваться, а ее маленькое тельце сильно затряслось, потекли слезы. Кристина не могла понять причину криков собаки, но знала, что последствия могут быть разрушительными для такого молодого животного. Такой стресс мог привести к разрыву швов, что привело бы к серьезной инфекции. Хуже того, растущее напряжение в Лейле могло повергнуть ее в шок, и Кристина не знала, смогут ли она и ее команда вывести ее из этого состояния. Среди хаоса, царившего в приюте, появился доктор Томас Хейвуд, готовый приступить к работе. Когда он вошел в приют и услышал крики Лейлы, на его лице отразилось удивление. Что-то в рыданиях собаки задело доктора Томаса за живое. Он услышал печаль в ее отчаянных криках, а также чувство страха и сомнения. Он не был уверен, что именно заставило собаку так испугаться, но был полон решимости докопаться до сути. Доктор Томас подошел к Кристине и предложил присмотреть за Лейлой. Когда он взял крошечного щенка на руки, то почувствовал, как быстро вздымается ее грудь, и дрожь пробегает по всему телу. Каждый вдох Лейлы был коротким и напряженным, как будто она с трудом дышала. В его объятиях ее тело казалось напряженным, словно вокруг нее был натянут тугой обруч. «Давай приступим к работе», — сказал Томас, крепче прижимая Лейлу к себе, пытаясь передать ей немного тепла. Исходя из своего многолетнего опыта, он знал, что у щенка учащенное дыхание, и они должны были действовать быстро, чтобы дать ей наилучшие шансы на выздоровление. Он вышел из комнаты с Лейлой на руках и продолжал тихо разговаривать с ней, говоря щенку, что она в безопасности и все будет хорошо. Держа ее на руках, Томас начал ходить взад-вперед по коридору, нежно покачивая щенка. Он надеялся, что это мягкое покачивание успокоит ее и, возможно, даже заставит снова заснуть. На мгновение ему показалось, что его планы сработали. Громкие крики Лейлы постепенно перешли в тихие всхлипывания. Ее тело все еще было напряжено, и Томас чувствовал, как учащенно бьется ее сердце, но то, что она перестала плакать, дало ему надежду на то, что она движется в правильном направлении. Но этот покой длился недолго. Вскоре она снова начала плакать, и только тогда доктор Томас понял, что могло быть источником ее страданий. Каждый раз, когда кто-то хлопал дверью или кричал, Лейла извивалась в его руках, а ее тело напрягалось. Для человека, особенно такого, как Томас, который постоянно находится в такой среде, эти звуки были нормальными. Но для ушей щенка они были пугающими. Ее огромные пушистые уши, одна из самых очаровательных черт, теперь, казалось, работали против нее. Они усиливали любой звук и приводили Лейлу в состояние бешенства, которое было трудно контролировать. Сердце Томаса сжалось, когда он перевез питбуля в новую среду, пытаясь найти мир и покой, в которых она нуждалась. Он знал достаточно, чтобы понять, что реакция Лейлы была реакцией на травму, что было шокирующим, учитывая, насколько молодой была собака.
Когда он направлялся ко входу в приют для животных, подальше от шума и суеты, происходящих внутри, он заметил женщину лет 70, которая шла прямо на него. Ее взгляд казался прикованным к Лейле, и когда она окликнула собаку по имени, щенок сразу узнал ее. Взгляд Лейлы был прикован к женщине, и Томас заметил, что звук ее голоса успокоил ее. Ее тело казалось менее напряженным, и дрожь, которая когда-то сотрясала ее маленькое тельце, постепенно уменьшалась. «Здравствуйте». Женщина представилась миссис Эллен и проявила большую заботу о щенке. Когда доктор Томас спросил, откуда она знает Лейлу, Эллен ответила, что это она привела ее в приют. «Она часто бывает в таком состоянии?» – спросил Томас. «О да, она была в таком состоянии с тех пор, как я ее нашла», – сказала Эллен со вздохом. Несмотря на то, что Лейла была совсем маленькой, у нее было очень тяжелое начало жизни, она жила совсем одна на улице. Ей приходилось жить среди громких звуков проезжающих машин и людей, которые были слишком заняты, чтобы обращать внимание на маленького щенка. Пока Эллен говорила, дрожь Лейлы, казалось, прекратилась, и она начала успокаиваться на руках у Томаса. Пожилая женщина погладила ее за ушами, вызвав у щенка тихое одобрительное повизгивание. Она возвращалась домой после игры с друзьями, когда заметила Лейлу. Щенок лежал в промокшей картонной коробке и дрожал. В тот день Эллен забрала ее домой, чтобы присмотреть за ней, но вскоре поняла, как сильно на щенка повлияло то, что его бросили. Лейла всегда была беспокойной, и шуршание тарелок в доме Эллен или хлопанье дверей превращали ее в комок нервов. Звук телевизора заставлял Лейлу бегать, и даже работа пылесоса приводила ее в волнение. Когда у Эллен в гостях были люди, щенок часто пугался, когда они начинали кричать, и это случалось часто, так как друзья Эллен были примерно ее возраста, и им было трудно слушать, не повышая голоса. Вскоре Эллен обнаружила, что у нее нет средств присматривать за Лейлой, и отдала ее в приют, чтобы за ней присматривали. Несмотря на то, что она была окружена профессионалами, которые могли за ней присматривать, Лейле все еще было трудно приспособиться к жизни в приюте. Первые несколько дней она никому не позволяла прикасаться к себе, и персоналу приходилось накрывать на стол и уходить, чтобы она могла поесть. Ей потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что к ней прикасаются, и даже тогда ее настроение могло меняться в мгновение ока. Эллен навещала ее каждый день, но после того, как заболела, ей стало трудно приходить в приют. Сегодня Лейла впервые увидела ее после целой недели. Когда Томас услышал эту историю, кусочки мозаики начали вставать на свои места. Пробуждение в таком странном месте, без Эллен, должно быть, вызвало у щенка чувство заброшенности, заставившее его плакать от страха снова остаться в полном одиночестве. Сердце Эллен разрывалось, когда Томас рассказывал, через что Лейле пришлось пройти после операции. Было больно слышать, что щенок испытывает такой стресс. Эллен и Томас вместе вернулись в послеоперационную палату, но Томас не хотел отпускать собаку. Он прижал ее к груди, и на глазах у миссис Эллен и персонала он сделал то, чего никто не ожидал. Ветеринары начали петь, крепче прижимая Лейлу к себе и мягко покачивая ее, и впервые с тех пор, как она проснулась, Лейла почувствовала себя в безопасности. То, как Томас пел своим мягким голосом, вызвало у нее чувство теплоты, и вскоре щенок заснул. Глаза миссис Эллен расширились, когда Томас положил Лейлу на кровать и отослал всех из послеоперационной палаты. Она никогда раньше не видела, чтобы кто-то так заботился о животном, и у нее потеплело на сердце от того, как сильно сотрудники приюта заботятся о Лейле. Когда они зашли в его кабинет,
Томас усадил ее рядом с собой. Он понимал, что просит слишком многого, но хотел знать, может ли Эллен регулярно приходить к Лейле, чтобы помочь ей в выздоровлении. Пожилая женщина быстро согласилась. Больше всего на свете ей хотелось бы этого. Путь Лейлы к выздоровлению обещал быть долгим, но они были более чем готовы к этому. Томас купил для Лейлы специальные игрушки, которые помогли бы ей привыкнуть к звукам, а присутствие Эллен стало успокаивающим фактором, в котором они отчаянно нуждались. Нежность, с которой Томас обращался с ней, и любовь Эллен к щенку, казалось, что-то открыли в Лейле. Наконец-то она почувствовала себя защищенной и была готова делать маленькие шаги к выздоровлению. Помимо Эллен, Лейла с теплотой относилась к Томасу, и вскоре эта привязанность начала распространяться на других сотрудников и окружающих ее людей. Один единственный добрый поступок изменил ее жизнь, и всем не терпелось узнать, какое прекрасное будущее уготовано ей. Какая невероятная история. Как вы думаете, стоит ли Томасу усыновить Лейлу? Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с травмированным домашним животным? Поделитесь своими мыслями в комментариях и до встречи в следующем видео.